Маша всегда просыпалась раньше всех. Еще только начинало светать, она уже стояла босиком на холодном полу и смотрела в окно, за которым медленно просыпался хутор. Ей было 11 лет, и она жила с отцом в небольшом деревянном доме у самого края леса. Вокруг поля, луга и густая чаща, которая начиналась сразу за огородом. Отец был человеком суровым, немногословным, но справедливым. Мать умерла, когда девочке было 5, и с тех пор они жили вдвоем. Хозяйство было немаленькое: куры, овцы, пара свиней, а главной кормилицей – корова Милка. Рыжая, с белым пятном на лбу. Она давала густое, жирное молоко, из которого отец делал сметану, творог и масло. Но в последнее время Милка стала беспокойной. Она меньше ела, часто ложилась, тяжело дышала, а от ее прежнего веселого мычания почти ничего не осталось. И, что самое тревожное, молоко почти пропало. Отец сердился, ходил хмурый и все чаще поговаривал, что надо бы корову продать мяснику, пока она совсем не отощала. Толку от нее, как от козла молока, ворчал он, когда утром снова увидел пустое ведро. Маша молчала, но каждый раз после таких слов она прижималась к теплому боку Милки и шептала: «Не бойся, я не дам тебя в обиду. Ты просто устала, я знаю». Она замечала, что вымя у коровы набухает, но молока нет. Ей казалось, что Милка тоскует. Ведь стадо ушло на дальние пастбища, и она осталась одна среди чужих овец и кур. Маша каждый день приносила ей самую свежую траву, которую находила у ручья, гладила по морде и рассказывала о своих школьных делах. Иногда Милка отвечала тихим мычанием и лизала девочке руку. Но отец не верил в сентиментальности. Наступил конец августа. Небо затянуло низкими тучами, и ветер принес запах дождя. Отец собрался в город за запчастями для трактора и уехал рано утром, наказав Маше приглядеть за скотиной и собрать хворост для бани. Девочка решила, что это отличный момент, чтобы вывести Милку на луг у реки, где трава была сочнее и мягче. Она отвязала корову от столба, привела к старой иве, которая росла на берегу, и привязала веревку к корню. «Щипай, Милка, это тебя порадует», — сказала она и пошла собирать сухие ветки. Она не заметила, как веревка, старая и перетертая, лопнула. Когда через полчаса Маша вернулась, ее ждал удар, Милки не было. Только рваный конец веревки болтался на ветке, а в траве виднелись свежие следы, уходящие в лес. Девочка замерла. Лес был темным, густым, и в нем водились дикие кабаны, лисы и даже медведи. Но страх за корову оказался сильнее страха за себя. Она схватила толстую палку, чтобы защищаться, и побежала по следу. Лес становился все гуще. Тропинка, по которой она шла, быстро заросла папоротниками, и ей приходилось раздвигать колючие кусты руками. Ветки царапали лицо, ноги увязали во мху, но она не останавливалась. Маша звала Милку, но слышала только шум ветра в кронах. Через час она почти выбилась из сил и решила повернуть назад, как вдруг сквозь просвет в листве увидела поляну. Она пробиралась через заросли и замерла от удивления. На поляне стояла Милка. Но не одна. Рядом с ней, наклонив могучую голову, стоял огромный лось с раскидистыми рогами, похожими на сухие ветви старого дуба. Он был так велик, что казался частью самого леса. А у его ног, в траве, лежал маленький лосенок. Он жалобно плакал и не мог встать, его задняя нога была неестественно подвернута, и из раны сочилась кровь. Милка стояла рядом и своим шершавым языком аккуратно облизывала ранку, словно успокаивала и лечила малыша. Лось не нападал на нее, он стоял настороже, но позволял корове приближаться к своему детенышу. Маша не верила своим глазам. Она слышала, что животные иногда помогают друг другу, но чтобы корова ухаживала за диким лосенком, такое было за гранью ее понимания. Она сделала шаг вперед, и в тот же миг лось грозно мотнул головой и топнул копытом. Земля под ногами девочки дрогнула. Она замерла.
Вспомнила, что отец рассказывал ей, лоси – одни из самых опасных животных, когда защищают своих детенышей. Маша присела на корточки, опустила палку и заговорила тихо: «Спокойно, я не причиню вреда. Я хочу помочь». Милка, услышав ее голос, тихо мыкнула и повернула голову. Лось словно понял, что эта маленькая девочка не враг, и немного успокоился. Маша осторожно, шаг за шагом, приблизилась к лосенку. Она опустилась на колени и осмотрела рану. Это была глубокая царапина, оставшаяся, видимо, от острой ветки, когда лосенок продирался сквозь кусты. Девочка вспомнила, что в кармане у нее лежит чистый платок, которым она вытирала лицо, и баночка с мазью, которую отец всегда давал от порезов и ссадин. Она смочила платок водой из фляжки, аккуратно промыла рану, нанесла мазь и перевязала. Милка тем временем отошла в сторону и принялась спокойно жевать траву. В этот момент из чащи послышались тяжелые шаги. Маша обернулась, перед ней стоял отец. Он был бледен и запыхавшись. Он заметил пропажу коровы и бросился искать дочь. Увидев лося, он мгновенно вскинул ружье, которое всегда брал с собой в лес. «Не надо!» — закричала Маша. «Они не опасны. Посмотри!» Отец замер. Он увидел перевязанного лосенка, лежащего в траве, корову, мирно пасущуюся рядом, и дочь, стоящую на коленях и гладящую маленькое животное. Он подошел ближе и долго молчал. Отец глубоко вздохнул и сказал: «Прости меня, Дор. Ты была права. В ней есть что-то особенное». Тот вечер они вернулись домой поздно, но Милка шла спокойно, а Маша держалась за отцовскую руку. Отец больше ни разу не обмолвился о продаже. А на следующее утро случилось чудо. Милка дала столько молока, что ведра едва не переполнились. Сметана, которую отец сбил из него, получилась необыкновенно жирной и вкусной. Он улыбнулся и сказал: «Это она благодарит нас». Но история на этом не закончилась. Через несколько дней, когда Маша вышла во двор, она увидела у забора лося. Он стоял неподвижно, а рядом с ним, уже почти здоровый и окрепший, стоял лосенок. Милка подошла к ограде, и они долго стояли, касаясь носами. Маша вынесла хлеб и овощи, бросила их за забор. Лось осторожно взял угощение, поклонился головой, словно благодаря, и медленно увел лосенка обратно в лес. С того дня отец изменился. Он стал чаще гладить Милку, сам приносил ей свежую свеклу. А через месяц случилось невероятное. Милка родила теленка. Маленького, рыжего, с белым пятном на лбу, точь-в-точь, как она сама. Отец прослезился, когда Маша подбежала к нему с новостью. Он присел на корточки, погладил новорожденного и сказал: «Вот оно, счастье». А я чуть не сгубил его. Он назвал теленка Ветерком, потому что тот появился на свет в ветреный день. Ветерок рос быстро, бегал по двору, бодался с овцами и часто подходил к Маше, а лось с лосенком иногда появлялись на опушке леса. Они стояли, глядя на хутор, и, казалось, ждали, когда Маша или Милка выйдут к ним. Девочка часто носила им яблоки и хлеб, и они доверчиво брали угощение из ее рук. Соседи удивлялись: «Как это ты приручила дикого лося?» Маша улыбалась и отвечала: «Я никого не приручала. Эта Милка показала мне, что добро, оно как молоко, если его отдаешь, оно возвращается вдвойне». Так хутор стал местом, где люди и звери жили в мире. Каждое утро Маша просыпалась, смотрела в окно на лес и знала: там, за кромкой, у нее есть друзья. И когда она доила Милку, а ветерок тыкался носом в ее руку, она чувствовала себя самой счастливой девочкой на свете. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!